интересный момент. Вот несмотря на то, что платье объемное и юбка на сборке, но вот как-то оно стройнит. Всегда получаю комплименты, что как-то вот вы очень стройно выглядите, Владанна. Ну, то ли за счет вот этих вот линий реза, ну, или же карманы вот так вот входят. Вот иллюзия того, что оно зрительно стройнит, вытягивает, украшает. Поэтому платье классное, вкусное, шейте, рекомендую от всей души. Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Мода с Владанной. Сегодня я для вас подготовила обзор своего платья. Это платье фигурировало в моих видео и каждый раз вызывала вопросы, пожелания рассмотреть его, рассказать, что же это платье, сарафан, жилет. Поэтому вот сегодня как раз я раскрываю карты. Это такие платья. Но идея была сделать эффект многослойности в самом начале, и я этого эффекта достигла. Платье получилось интересным. Вы знаете, что я люблю компоновочки, комбинаторику различных тканей, различных деталей. И как раз в этом платье ярко представлена композиция двух тканей. Джинсовая ткань эксклюзивная с такой необычной вышивкой. Кстати, это готовая ткань. Вышивку мы сами не делали. Это для того, чтобы не возникали вопросы в дальнейшем. Была такая интересная ткань мною приобретена, и захотелось под нее подобрать компаньон. Ну и вот, что у меня получилось сегодня перед вами. Эффект многослойности достигнут тем, что я обработала края широкой обтачкой. Также у меня здесь вот такие накладные карманчики и вот обтачка по низу, и создает иллюзию вот такого наслоения многослойности. Вот вы видите по линии реза, по сочетанию тканей, вот этот прием, все обработано, все аккуратно и красиво. Летучая мышь фасон, юбочка у меня трапеция с раздвижкой, достаточно такая вот объемненькая по низу. И, конечно же, карманы. Карманы я люблю, и многие из вас любят карманы. Поэтому вот карманы у меня здесь главное украшение. Длина кармана, вот они выступают за линию такого жилета. И длина их по низу совпадает с длиной низа. То есть вы видите перепад длины перед короче, зад длиннее. И как раз для уравновешивания этого перепада у меня здесь возникли карманы. Вы видите вид спереди, вид сзади. Сзади у меня такой эффект боксерочки, майка-боксерка, заужение вверху в зоне лопаток. И вот с выпада вот здесь у меня и выкроился мой карман. Все, в общем-то, рассказала, показала, покружилась. Такое сочное, яркое, позитивное платье. И мы сейчас все нюансы и подробности с вами рассмотрим. Пожалуйста. Перед вами схема моего платья. Полочка и спинка. Линии реза, сочетание двух тканей. Вот они показаны на выкройке.
Хотя можно сделать в однотонном варианте, допустим, лен или тонкий катон, и все платье сделать в однотонном варианте. Будет также очень интересно и красиво смотреться. С теми же обтачками, вот с эффектом многослойности, но в одном цвете. Вы видите, что это летучая мышь. Я показала линию реза на выкройке. Это линия сочетания двух тканей. И чтобы вам было понятно, как я ее находила и строила, я от линии талии вот по центру переда разделила на 3 части. И вот от центра показала стрелочками местонахождение этих точек, которые потом плавно соединила. Вот расстояние по плечу. Кстати, расширение горловины показано. И здесь еще необходимо также показать красным цветом 3-сантиметровая обтачка проходит. Линия талии. От линии талии по переду до линии реза с юбкой 17 сантиметров, а по боку 24,5, а по спинке 30,5 понижение. То есть у нас вот такая красивая линия, плавная перехода длины от переда к спинке. И изображен карман, привязка кармана. Вот его размеры. Карман из 2 слоев ткани. Он имеет глубину, то есть чтобы вы не думали, что карман вот такой глубины. За счет того, что карман двухслойный, он полноценный, как раз вот глубина по форме кармана. Сейчас я вам его покажу, как он пришивается на платье. Вот мой карман. И если мы его вот с этой стороны посмотрим, то он пришит. Вот вы видите, в начале входа в карман пришивается нижний слой кармана. А вот верхний катоновый слой с подворотом, подшит подворот строчкой, и один слой с другим вместе стачиваются, выворачиваются, прошиваются, то есть все чисто. То есть у нас получается многослойность. Карман нашит наверх платья, и платье вот оно вместе с карманом, вот я его дошивала до начала обтачки. То есть не до конца, а вот до начала обтачки. Вот чтобы тоже было все такое воздушное и многослойное. И обтачечка аккуратненько обработана, все вывернуто, растрочено. Поэтому и смотрится так необычно и оригинально. Вот вы видите в районе плеча, как здесь все обработано. И обтачка по горловинке. Вот все чисто, красиво, заделано и отстрочено. Отстрачивала я двойной строчкой, учитывая, что у меня цветочки вот такие интересные, пленочка, и пристрочена эта пленочка розовой и оранжевой ниточкой. И мне и отстрочку тоже захотелось сделать оранжевой и такой вот розовой ниточкой. Все в этом моем платье хорошо, за исключением того, что ткань тоненькая костюмочка на натуральной основе, и она немножко подминается, то есть приходится ее постоянно наглаживать. Ну, это общее качество натуральных тканей, они слегка подминаются. Так, посмотрели карманы, детали, узлы на платье. Ну и вернемся на нашу схему. Здесь я показала на юбке форму трапеции, и необходимо по этим линиям сделать раздвижки на 9-10 сантиметров, так чтобы
был внизу такой расклешенный силуэт нашей юбки фалдящей, и дополнительно прошла сборка по верху. То есть вот раздвижка была сделана по всей длине линии реза. Сейчас покажу вам. Сборочка, вот она проходит в верхней части, такая аккуратная, небольшая сборочка. Ну, опять же, если вы захотите, можно сделать меньше раздвижку, расклешение. Это уже на ваш вкус. Смотрится стильно, красиво, как контрастно ярко, так и в однотонном, приглушенном колорите, таких натуральных тонах. Поэтому сарафан очень удачный. Ну, на спинке можно сделать дополнительно в районе талии поясочек или кулисочку затянуть. То есть, кто хочет выявлять фигуру. Но он и в свободном силуэте очень хорошо смотрится. Ну, по крайней мере, я себя в нем чувствую комфортно. Мне нигде ничего не зажимает, не жарко, не затянуто. То есть такое платье нужно иметь в гардеробе для разнообразия. Ну и самый главный момент, что когда вы будете осуществлять крой, то вам необходимо для вот этих деталей добавить дополнительно вот 3 сантиметра, это готовый вид, и плюс сантиметр на припуск. То есть к рукавчику обязательно добавить, не вот здесь разрезать, а плюс вот эта ширина захода. Это главное не забыть, не ошибиться. И потом, соответственно, вот вы вырезали деталь рукава, и потом еще вырезать по форме нашего края рукава, вырезать еще и обтачку. То есть все это, чтобы у вас хорошо выкладывалось, нужно именно по форме. Не по косой, не по прямой, а вот именно по форме этой линии реза. Тогда будет красиво, нигде не будет заломов, затяжек, а ровный четкий край. Все рассмотрели. В принципе, он простой. Вы видите, что нет выточек. Здесь у нас сгиб и по переду, и по спинке. При желании можно делать и костюмом. То есть у меня было первоначально желание сделать юбку отдельно и верх отдельно с такими карманами. Ну, это вы уже смотрите под себя. То есть можно, допустим, и разделить это изделие на 2 составляющих. И, допустим, потом кофточку носить с брюками. Кофточка сама по себе будет тоже очень стильно смотреться. Так что все понятно. Бегите за тканью и повторяйте мое чудесное платье. К 8 марта все успеете. Мы с вами рассмотрели подробно мое любимое платье. Рекомендую вам этот фасон. Надеюсь, что и у вас в подобном варианте появятся любимые платья в вашем гардеробе. Конечно, может быть различное сочетание различных тканей. Я думаю, что здесь красота в идее. Платье очень душевное, я в нем комфортно себя чувствую. На работе, дома нарядно, вот могу его в нем встречать гостей. Может быть разная длина, можно сделать комбинацию юбочка и верх. То есть тут уже можно и дальше развивать эту чудесную идею. Пишите свои комментарии обязательно, ваше мнение, ваши пожелания. И я всегда их люблю читать и очень вам благодарна за ваши добрые и душевные комментарии. Вы меня мотивируете, вдохновляете на дальнейшую мою работу, на создание новых видео. Всего вам доброго, дорогие! И конечно же, кто еще не подписался, подписываемся, ставим пальчик вверх и до скорых встреч на моем творческом канале. Пока-пока!